Сегодня я хочу записать для вас интересный подкаст «Блоки чакр». Блоки чакр, которые мешают нам жить. Для заземления очень важно очистить и активировать 3 нижние чакры. В частности, нижняя, самая первая чакра – это чакра Муладхара, корневая чакра, вторая чакра Сватхистана, это сексуальная или чакральная чакра, и третья чакра – это чакра Манипура или чакра солнечного сплетения. Вот эти 3 нижние чакры, они помогают нам заземляться и помогают нам соединиться с нашим физическим миром. Вы знаете, что деньги они материальные, они физические. И поэтому очень важно для того, чтобы было много денег в жизни, чтобы мы достигали успеха, получали удовольствие от жизни, чувствовали себя в безопасности. Нужно проработать эти 3 нижние чакры. Давайте я сейчас вам расскажу про эти чакры, и дальше мы пойдем выше, в 4-ю, 5-ю, 6-ю, 7-ю чакры. Какие блоки возникают во всех этих чакрах? Могли, во-первых, определить, есть ли у вас блоки в этих чакрах. И если они есть, то начать работать над разблокировкой этих чакр, очищением и активацией этих чакр. Чакры – это энергетические центры. Название чакра – это санскрита, которое означает колесо, которое вращается где-то в районе позвоночника. Через эти чакры проходит энергия, жизненная энергия человека. Энергия, без которой мы не можем жить. Поэтому от того, очищены эти энергетические центры, активированы они или нет, зависит качество нашей жизни. Поэтому очень важно понимать состояние ваших чакр и работать над их очищением, активацией, чтобы жить полноценной жизнью, чтобы чувствовать себя гармонично, чтобы достигать своих результатов, чтобы получать удовольствие от жизни. Итак, как я сказала уже, первые 3 чакры играют важную роль в раскрытии денежного потока. И в том, как этот денежный поток закрепляется, как он именно взаимодействует с этими энергетическими чакрами. Итак, первая чакра Муладхара. Муладхара, когда она заблокирована, то это создает угрозу для нашего выживания. И когда она заблокирована, вообще невозможно достичь никакого успеха и никакого богатства. Вот почему очень важно эту чакру активировать и очистить, раскрыть ее. И, как правило, человека с заблокированной Муладхарой, корневой чакрой, будут преследовать болезни, какие-то несчастные случаи, какие-то несчастья, связанные, например, с какими-то проектами, какими-то планами. Поэтому очень важно эту чакру очистить и активировать. То есть понимаете, что когда она заблокирована, то нет никакой безопасности. Далее, вторая чакра Сватхистана. Это сексуальная чакра или сакральная чакра. Через эту чакру или энергетический центр проходит жизненная энергия, сексуальная энергия, также денежная энергия. Сексуальная энергия – это творческая энергия. Это то, что мы делаем, то, что нас вдохновляет, приносит удовольствие от жизни. Вот. Когда заблокирована Сватхистана, то человек не готов принимать деньги. То есть эта чакра – это еще и денежная энергия. Он не готов принимать вообще какие-либо материальные блага. И человек будет сам отказываться от денег, он будет сам отказываться от своего
материального достатка и будет довольствоваться самым малым, получать маленькую зарплату, работать много часов, без сна и отдыха, жить для других, в общем-то, жертвовать своей собой. У него просто заблокировано чувство удовольствия. Он как отшельник живет, он не следит за собой, за своим внешним видом, пользуется минимальными расходами и экономит. Женщина, у которой заблокирована эта чакра, она будет всегда жаловаться, что ей не хватает денег, что муж не дает ей денег. И она сама не будет готова принимать эти деньги или подарки. Вот. Она будет жить в очень минимальном достатке. Вот. Поэтому, естественно, чтобы жить и получать удовольствие от жизни, нужно проработать вторую чакру. Далее. Третья чакра – это манипура. Это чакра солнечного сплетения. Еще и называют чакрой или энергетическим центром воли. Когда заблокирована манипура, то человек, он как бы теряет интерес, у него нет интереса, у него нет желания двигаться вперед, достигать каких-то результатов. У него проблема с отстаиванием своих личных границ, говорить «нет», когда это ему неинтересно или не соответствует его интересам и желаниям. В результате все пользуются его вот этой безвольностью. Этот человек безвольный. Он не может попросить повышения, например, на работе, достойной оплаты за свой труд. Он не может даже уволиться с работы, которая ему не нравится. Его часто обворовывают и подводят деловые партнеры. Им пользуются родственники, которые вытягивают из него деньги и так далее, заставляют его что-то делать. Друзья, также другие люди. В результате он в конце концов остается совершенно озаренный без денег. Будет бояться угроз, которые будут приводить его в панику. И будет готов все ему отдавать. Вот этот человек, у которого нет воли, у которого нет личных границ, с которым не может говорить «нет». Естественно, если нужно прокачать эту чакру, то нужно очень работать над своей волей, над своими личными границами. Вот это именно чакра помогает человеку достигать своих целей и результатов. Вот эти три чакры нижние, это чакры, которые связаны очень напрямую с деньгами, с денежным потоком. Если и богатством и изобилием, если нет проработанной эти чакры, то у человека не будет денег. Следующие 4 чакры. Четвертая чакра, она находится как бы на границе между нижними чакрами и верхними чакрами. Это чакра анахата, сердечная чакра. Человек, у которого заблокирована эта чакра, он занимается, как правило, не своим делом. Он заставляет себя, ненавидит работу, которой он занимается, испытывает постоянный стресс, все время находится в напряжении, не позволяет себе заниматься любым делом и не живет своим предназначением. Он как бы слепой, потому что он не чувствует себя, потому что он не чувствует вот этой своей сердечной чакры. Такой человек, как правило, еще и не умеет выражать свои эмоции. У него как бы он не чувствует вот этой любви, соединения со Вселенной, гармонии со Вселенной. У него, как правило, он как бы действует как ума, то есть ум у него и ведет его, и, как правило, и ведет его в ложном направлении. Потому что он не чувствует своих истинных желаний, своих истинных чувств. Он готов поверить в любую ложную информацию от других людей, от любых источников, потому что он не верит, не доверяет себе. Вот. И, естественно, такой человек, он не может создавать какие-то свои идеи, их реализовывать. И
идеи, которые у него возникают, они не соответствуют его истинным идеям. Это могут быть идеи через других людей, и, как правило, они терпят крах. Вот. Поэтому очень важно, чтобы услышать себя, почувствовать свои истинные желания, свои истинные чувства, проработать с сердечным чакрой. Анахата. Идем дальше. Ну, вы поняли, что где находится эта чакра. Во-первых, эта чакра находится не спереди, а со спины. Вот. Но мы показываем спереди, потому что так удобно нам, да? Вот. Пятая чакра – это вишудха. Это горловая чакра, вот в области горла она находится. И если заблокирована вишудха, то человек не может вообще проявляться. Он не может доносить до людей свои идеи. Он не может говорить свободно о своих идеях, о своих достижениях, о самом себе, о своих взглядах и убеждениях. В общем, он не может вообще проявляться. Такой человек не видит своих собственных талантов и способностей. Естественно, он не может их проявлять. Человек, например, многие из вас, кто много обучался на разных курсах, но не могут себя проявлять. Это как раз говорит о том, что есть блокировка пятой чакры. Такой человек не может творчески проявляться. Он боится критики со стороны других людей. Он боится открыто произносить свое мнение. Для него важно, что о нем думают другие люди. У него проблемы также с учебой, с логикой. Он ощущает недостаток в знаниях и в истинной информации. Он обычно чувствует, что его не ценят окружающие люди. Он сомневается в своей ценности. И в результате он не может реализовывать тоже свои планы и может идти в ложном направлении. Вот. Поэтому, чтобы проявляться, очень важно работать чакрой высоко. Дальше шестая чакра, это вот находится между глаз, межбровье, это аджна, или чакра третьего глаза. И когда заблокирована аджна, то человек вообще не способен смотреть вперед, он не способен видеть перспективу, он не способен делать долгосрочные планы, он не может просчитать заранее свои шаги. Поэтому он не может заниматься какими-то крупными проектами и создавать такие стратегические планы. Он, как правило, действует, так сказать, по ситуации и может совершать ошибки, потому что не видит перспективы. Его жизнь, в общем-то, превращается в застой. Вот в том, что он не видит будущего и тенденции будущего. Например, человек, который предлагает устаревшие вещи, устаревшие услуги, товары. И вы знаете, что третий глаз – это интуиция, да? То есть у него нет интуиции. Поэтому он не может понимать, что нужно в данный момент, какие интересные идеи. У него не возникает такого, у него не появляются интересные идеи. Поэтому он как бы находится в застое, в старом, застревает в старом. Вот. И не может быть, проявить себя, как понять, что требуется в настоящее время и быть полезным. Поэтому шестая чакра – это чакра, связанная с интуицией, третий глаз, видеть как будущее, да, предчувствовать его. Это связано с сверхзнаниями, сверхсознанием. И очень важно работать над этой чакрой, над именно тем, чтобы быть в потоке, чтобы новая информация, новые знания приходили к человеку. Вот. Для этого нужно распаковывать шестую чакру.
В этом помогают практики медитации, помогают, конечно, новые знания. Седьмая чакра – это сахасрара. Она находится вот на макушке головы, примерно в этом таком расстоянии. И эта чакра соединяет нас именно с потоком Вселенной. Вот. И поэтому, когда она заблокирована, это говорит о том, что человек не готов соединиться с Абсолютом, слушать Вселенную и быть в гармонии с ней, а значит и с собой. Человека может одолевать непомерная гордыня, что он считает себя чуть ли не Богом. Он хочет творить и сам, как бы по собственному желанию, не хочет быть вот именно в этом состоянии единства со Вселенной, да? Но это просто чрезмерная гордыня, когда он сам себя считает творцом. Естественно, на пути его встречаются препятствия. Вот. И как бы он ни пытался настаивать на своем, он все равно потерпит неудачи, потому что здесь нужно просто сдаться, когда вот этот чрезмерный ум, эго, они его как бы ведут в ложном направлении. Он не слушает свою собственную интуицию, свой внутренний голос, не чувствует свою душу, считает себя всезнайкой. Но знаете, это, конечно, чрезмерное эго. И даже какие-то знаки, которые будет посылать Вселенная, предупреждения, он этим будет недостаточно. Вот. И, естественно, такой человек может плохо кончиться, потому что он считает, что он всегда прав. Вот. К сожалению, он не видит уроков, и он не сможет пройти уроки своей души. Он не сможет поработать свою карму. И медитации получит еще больше кармические уроки следующих своих воплощения души. Вот. И, естественно, он вызывает, получит много страданий в этой жизни. Вот. И, естественно, также в своих потомках. Поэтому очень важно поработать с седьмую чакру, почувствовать это состояние единства, которое можно получить именно во время практики медитации. И они дадут вам расширение сознания. Вы выйдете за рамки вот этого узкого сознания, которое, как правило, управляется умом. И ум, как вы знаете, является самым первым фильтром, который мешает нам соединиться с нашим высшим «Я», услышать собственную душу и соединиться с Абсолютом. Вы можете прийти также на наши курсы, которые сейчас у нас есть, курсы психосоматика 2.0 и курс психология, которые тоже очень мощно помогут вам проработать ваши телесные и родовые программы. Телесные, имеется в виду психосоматика, телесные проблемы, и не только со здоровьем, но и со всеми сферами жизни, прорабатываются с помощью метода психосоматики. Таким образом, вы поняли, что надо работать над чакрами. Как у меня есть уже одна практика на чакры на нашем YouTube-канале. До следующих встреч в понедельник.